Сегодня мы рассмотрим тему сопротивления и резисторы. Сопротивления, которые мы рассматривали до сих пор, называются активными. Далее мы увидим, что имеются и реактивные сопротивления. Важнейшие особенности активных сопротивлений следующие. Их мощность чисто активна, то есть поданная электроэнергия целиком преобразуется в другие виды энергии, например, тепловую, механическую, световую, звуковую и так далее. При прохождении переменного тока через активное сопротивление фазы тока и напряжения совпадают. Это значит, что синусоидальные изменения тока и напряжения происходят одновременно. То есть, когда напряжение равно нулю, то и ток равен нулю. Когда напряжение максимально, то и ток имеет максимум и так далее. Все это показано на рисунке 6.1. А теперь поговорим о резисторах. Резисторы находят очень широкое применение в различных радиоэлектронных устройствах. Это самый распространенный элемент в любых схемах. Основным назначением резисторов является создание сопротивления протекающему по нему электрическому току. Резистор – это радиоэлемент, используемый в радиоэлектронных устройствах и по существу представляет собой активное сопротивление, поскольку превращает электрическую энергию в тепловую энергию. Резисторы предназначены для регулирования или ограничения тока в электрических цепях. Они также используются в качестве нагрузок, делителей напряжения, для создания режима питания радиоламп, транзисторов и микросхем. В зависимости от конструкции материала токопроводящих частей, резисторы подразделяются на проволочные и непроволочные. В непроволочных резисторах токопроводящий слой изготавливают методом нанесения на керамическую основу тонкого слоя углерода или сплава металлов, обладающих высоким удельным сопротивлением. В проволочных резисторах токопроводящий слой – это специальный провод с высоким удельным сопротивлением – нихром, манганин, константан, который намотан на электрическую оправу. Различают три вида резисторов – постоянные, подстроечные, переменные. Резисторы, сопротивление которых нельзя изменять в процессе эксплуатации, ремонта и настройки, называют постоянными. Постоянный резистор указан на рисунке 1. Резисторы, сопротивление которых можно заменять только в процессе ремонта или настройки, называют подстроечными. Это изображение на рисунке 2. Резисторы, с помощью которых осуществляют различные регулировки в аппаратуре в процессе эксплуатации. Это, допустим, регулировка громкости, тембра, настройка на различную волну и так далее и тому подобное. Такие резисторы называют переменными или потенциометрами. Рисунок 3. А на этом рисунке вы видите постоянные резисторы различной мощности. 0,125 тысячных Вт, 0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт, 2 Вт, 5 Вт. А здесь, на левом рисунке, вы видите, как выглядят переменные резисторы. А на правом рисунке изображены различные виды подстроечных резисторов. А сейчас рассмотрим основные параметры резисторов. Первый параметр – это номинальное значение сопротивления. Рядом с условным обозначением ставит латинскую букву R и порядковый номер резистора в схеме, допустим R1, а также указывают его номинальное сопротивление в единицах измерения – омы, килоомы или мегаомы. Значение сопротивления от 0 до 999 Ом обозначают в омах, но единицу измерения не ставят или впереди цифр ставят букву К. 15 Ом равно просто 15 или 15 Е. 680 Ом равно 680 или К68. 910 Ом равно 910 или К91.
На некоторых зарубежных схемах для обозначения Ом ставят букву R. 1,3 Ома это 1R3. 33 Ома это 33R. 470 Ом это 470R. Значение сопротивления от 1 до 999 кОм обозначают в килоомах с добавлением буквы К или впереди цифр ставят букву М. 1,2 кОма это 1,2 К или 1 К2. 10 кОм обозначают 10 К. 560 кОм это 560 К или М56. Значение сопротивления от 1000 кОм и больше обозначают в единицах мегаом с добавлением буквы М. 1 мегаом равен 1 М. 3,3 мегаома это 3,3 М или 3 М3. 56 мегаом это 56 М. Второй важный параметр это допустимое отклонение от номинального значения. Допустимое отклонение от номинального значения зависит от класса точности. Различают три основных класса точности. Первый класс с отклонением от номинала плюс-минус 5%, Е24. Второй класс с отклонением от номинала плюс-минус 10%, Е12. Третий класс с отклонением от номинала плюс-минус 20%, Е6. Постоянные резисторы, предназначенные для использования в измерительной аппаратуре, а также тогда, когда требуется высокая точность номинала применяемых резисторов, изготавливаются с меньшими отклонениями от номинальных значений сопротивлений. Например, плюс-минус 2%, плюс-минус 1%, плюс-минус 0,5%, плюс-минус 0,2%, плюс-минус 0,1%, плюс-минус 0,5%, плюс-минус 0,2%, плюс-минус 0,1% и так далее. Третий важный параметр – это номинальная, то есть допустимая мощность рассеивания. При прохождении по резистору электрического тока выделяемая в нем энергия превращается в тепловую. Чем больше сопротивление резистора и чем больше ток через него, тем большая мощность выделяется на резисторе. P равно I квадрат умножить на R, где P это мощность в ваттах, I ток в амперах, R сопротивление в омах. Также мощность можно рассчитать по следующим формулам. P равно ток умноженное на напряжение, или мощность равна напряжение в квадрате, деленное на сопротивление. Номинальной, то есть допустимой мощностью рассеивания называют мощность, которая может рассеиваться на резисторе при температуре 20 градусов Цельсия. При этом резистор может работать длительное время, не перегреваясь. Резисторы с различными номинальными мощностями рассеивания обозначают на схемах следующим образом. R1 это 0,125 Вт, обозначается две наклонных полоски. R2 одна наклонная полоска это 0,25 Вт. R3 одна горизонтальная полоска 0,5 Вт. R4 одна вертикальная полоска 1 Вт. R5 две вертикальных полоски 2 Вт. И R6 буримская цифра 5 Вт. Ну и так далее. Мощность резисторов часто вообще не наносится на их корпус. Однако опытный радиолюбитель может оценить эту мощность по размерам и внешнему виду резистора. На практике очень важно, чтобы электрическая мощность, которую рассеивает резистор, была меньше или в крайнем случае равна максимальной мощности рассеивания. Например, если данный резистор имеет мощность 1 Вт, то мы можем подавать на него различные мощности 0,1, 0,5, 1 Вт.
но ни в коем случае не 1,1, 1,6, 3,4 Вт и так далее, так как он может перегреться и прийти в негодность. Рассмотрим пример решения задачи. Какое наибольшее напряжение можно подать на конце резистора, если R равно 100 кОм и P мощность равна 1 Вт? Эту задачу можно решить, используя формулу мощности такую: P равно U квадрат, деленное на R. Отсюда U квадрат равно P умножить на R. И U равно корень квадратный из P умножить на R. И подставляем цифры, получаем 1 умножить на 100 тысяч Ом, и примерно получается 315 вольт. Существует также цветовая маркировка резисторов. При ней на корпус резистора наносятся цветные полоски, а потом по специальной таблице эти полоски нужно расшифровать в цифры. Вот первый случай обозначения цветной маркировки резисторов. А это второй пример цветной маркировки резисторов.